мы приехали в Монтевидео. Монтевидео — это столица Уругвая. Поэтому мы вам расскажем в этом выпуске, что это такое и нужно ли сюда ехать. Вообще, по первым впечатлениям из бесед в самолете с местными жителями, мне уже хочется очень сильно окунуться в атмосферу Монтевидео и посмотреть, что же на самом деле из себя представляет этот город. Ну а вы смотрите выпуск и для себя тоже решите сами, ехать или нет. Погнали! Кстати, очень бросается в глаза. Мы вышли после Рио из самолета. Холодно, ветер. И не зря говорят про Уругвай, видимо, что это столица ветров. Наш автобус. А что про него говорят? Да. Портонес. Короче, для того, чтобы легко добраться из аэропорта Монтевидео... Ну дай денег уже. Вообще добраться до центра из аэропорта Монтевидео очень просто. Прямо у выхода из прибытия находится терминал шаттла городского, который за $1,5 вас доставит просто в самый центр Монтевидео, надеюсь, безопасности. Но пока ощущения очень классные. Люди, некоторые даже говорят на английском, интересуются, откуда мы. В целом, какая-то человая тоже атмосфера, как музыка у водителя играет, какой-то диско 80-х. Можем спросить, как называют местных жителей. What's your name? Fernanda. Fernanda. My name is Pablo. So you live in Montevideo. Yes. How do you call people who lives here in this city? Montevideanos. Montevideanos. And for example, for us, like this is our first time here. What are like 2 things we have to try or to do in Montevideo? Can go to the Rambla, Old City. Old City, Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. And what to try, like from the food? Parrillada. And what is the best thing about Montevideo you like? A lot of things. I love this answer. I love it. The difference between Argentina, for example, is quiet here. Quiet. Tranquilo. Tranquilo. Secure. People are very friendly. Yes. Cool. Like you. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Монтевидео – это город, который появился из-за вечной привычки европейцев спорить, кому что принадлежит. В 1724 году испанцы посмотрели на карту, увидели португальцев на другом берегу реки Ла-Платы и решили: нет, ребят, тут будете не вы, а мы. Потом стандартный набор. Монтевидео переходил из рук в руки, попадал под испанцев, португальцев, даже бразильцев. В какой-то момент Великобритания, устав от этого латиноамериканского махача, сказала: так, стоп, вот вам независимый Уругвай, буферная зона, всем успокоиться. Так в 1828 году появилась самая нейтральная страна континента. Уругвай быстро стал стабильным, тихим и очень вежливым. Настолько, что его начали называть латиноамериканской Швейцарией. И не потому что горы, а потому что банки, демократия и умение не лезть в чужие конфликты. После обретения независимости Монтевидео пошел в рост. Появились театры, университеты, банки и, конечно, футбол. В 1930 году здесь прошел первый чемпионат мира по футболу, и Уругвай сразу же его выиграл. Монтевидео – город для тех, кто не любит спешить. Набережные тянутся на километры, воздух пахнет осада, и у каждого второго под мышкой термос, потому что в Уругвае маты – это не напиток, это система ценностей. Мы вышли из автобуса и идем к своему номеру. Но в отличие от Бразилии, кстати, здесь очень чисто. Здесь прямо пахнет чистотой, если можно так сказать. Запаха трав. Ни одного запаха говна. А мы уже так-то в городе 3 минуты идем пешком. И люди, кстати, какие-то безумно добрые. Все пытаются помочь. И, кстати, вот эта теория того, что никто не говорит на английском, ну, бред, все говорят. Какие еще причины вам нужны, чтобы приехать сюда? Вот, пожалуйста, посмотрите, как красиво. Как красиво волосы развиваются. Там кто-то живет. Hola. Reservado apartamento. Airbnb. Петербург. Second big key is to open the door to the apartment. Yes. Oh, Come on. I thought. You can come inside. It's authentic. Your apartment is Вау!
Рико. Эсте мой Рико. О, я сегодня сплю на кровати, если ты помнишь. Такое просто пропустил. Really? Okay. It's not so. Я думал, он зазвенит, как дверной звонок. Интересный факт. Здесь лифты, как в домах старинных в Петербурге, да, которые просто... У меня нет слов. Вы посмотрите. Это все оригинали сохранено с тех времен, когда дом был построен, этот лифт был установлен. И вот вся даже мелочь. Нужно закрывать вот эти решетки. Ты здесь стоишь, на троем вы максимум поместитесь. Вот это даже панель. До нее хочется дотрагиваться. И если бы ты знал испанский, то бы ты еще понимал, на какой этаж тебе нужно ехать. Планта Баха. Это, наверное, Баха. Как он плавно едет. Ой, здесь и потолок такой. А, тут непонятно, как выходить. Оля. Buenas tardes. Cajas mágicas, ¿viste? Entrás por uno y salís por el otro lado. Cuídense. Buenas ночи. Chao. Чао. Я не понимаю, о чем говорила эта женщина, но я считаю, что она пожелала нам прекрасного времяпровождения в Монтевидео. Не понимаю. Обычно у меня все хорошо с этим подбором, особенно в Бразилии, я это понял. Кстати говоря, помогут открыть местные жители. Оля. Я не понимаю, времени нет, некогда объяснять, посмотрите, где мы живем. Я пока еще ничего не читал про Монтевидео, какие здесь здания, как здесь география устроена. Но здания в стиле, вот мы здания спорили, я опять проиграл, я сказал, что это арт-деко. Даня сказал, что он подумал, что это арт-нуво и эклектика, но не сказал. Я тебе чем угодно готов. Это так и оказалось. Ну, Даня молодец. Мы на главной площади, между прочим. Это площадь республики. Независимости. Но это то же самое почти, что, господа. Вообще, будучи в Южной Америке, единственная страна, в которой вам не понадобится испанский язык, это Бразилия. Поэтому хотя бы элементарные вещи нужно знать. Урок испанского от Паши, который начал изучать испанский вчера. Здрасте, привет, Ола, как Оля. Мне очень нравится, muy bien. Очень хорошо. Me gusta, мне нравится. Me gusta esta. Он это видел. Первый грубиян в Монтевидео. Красивые девочки едут за рулем. Оля. Нужно знать, как сказать «до свидания». Мы скажем «до свидания» просто «чао». Мы можем так сказать? Но в целом такая лайтовая осень. Хотя здесь весна. Уругвай – это самая либерализованная страна. И здесь официально были во всей Южной Америке первыми признаны однополые браки. И плюс здесь самое интересное – легализована марихуана. Есть, кстати, небольшое ощущение, что люди здесь все-таки хотя бы смотрят на светофор, потому что вот все стоят на красный. Опять же, в отличие от Бразилии. Мы на Рамбле. Рамбла – это главная набережная всего Монтевидео. И на моей памяти это самая длинная набережная в моей жизни. Она составляет целых 22 километра. И несмотря на то, что это достаточно обычная гранитная набережная, ничего примечательного на ней нет. Но с легкостью можно увидеть, как здесь кипит жизнь. Даже в эту ветреную погоду. Куча местных гуляют с собаками, прогуливаются, выпивают маты. Ну и вообще, Рамбла – это знаковое место для Монтевидео. Здесь проходят фестивали и различные мероприятия. Здесь сохранился старый форт. И закаты отсюда открываются одни из самых лучших. Воздух здесь другой. И не только здесь. Я понял, когда мы вышли из автобуса, что здесь дышится по-другому. И, наверное, немалую часть этому придает чистоте воздуха вот эти ветра бесконечные. Монтевидео! Мы тебя изучим и расскажем все как есть. А Даня сейчас очень хочет кушать, и мы пойдем есть. Красивый кадр.
Montevideo, Yeah. the people here says Montevideo, qué lindo te veo. What does it that mean? means Montevideo, you look so great. And then they identify the city as it would be a person who would answer with an emotion to what you are saying. I mean, we love Montevideo. Потом просто это само меню приключения, оно вот само нас нашло. Да, ну само вот все реально находит. Причем вот вы просто бы даже никогда не заметили эту полуприоткрытую дверь, а туда вот как будто приманило. Как будто этот художник, он был богом. Я ничего не ждал от Монтевидео. Я вообще, честно говоря, думал, что Монтевидео — это в полуразрушенном состоянии какой-то старый город, и тут, ничего невозможно будет найти. А тут просто какой-то, это город одновременно морской романтики плюс... Где ресторан? Плюс ресторан. В общем, мы зашли согреться и выпить по паре шотов, и вот мне принесли местный напиток граппа миель. Это граппа на основе виноградного спирта с добавлением разных сортов меда. Да. Это очень вкусно. В какой-то момент собирался заморчиться, потому что по привычке пьешь крепкий алкоголь. А тут не надо морщиться, это как будто медовая водичка. И очень теплая. Она прям обволакивает все. Вот такая консистенция есть тягучести, хотя тепло стало. Реально, выпью еще. Что я вам скажу? Мы сейчас пробуем национальную кухню, и у меня на столе миланеза. Миланеза на самом деле распространена по всей Южной Америке. И если вы смотрели наш выпуск про Сан-Паулу, мы там в один из вечеров просто обжираемся миланезой, но тогда мы еще не знаем, что это миланеза. А сейчас я уже знаю, что это обжаренная в панировке говядина или курицы. По сути, как наши отбивные в России. Тоненько, хрустяще, волшебно. Пробуем первый кусок. Все, как я и описывал. Просто с нотками сыра, овощей. В общем, что еще нужно для хорошего ужина? Вкусно, сытно и недорого. Здесь находится театр Солис. Это вообще один из главных театров всей Латинской Америки, который еще в 1856 году, по-моему, был открыт. Театр Солис является домом национальной труппы Уругвая. Строился по подобию оперных театров Европы того времени. И это несложно заметить по его классическому архитектурному стилю с обилием колонн и грации. Мы идем бухать пиво! А мы, может, зайдем, посмотрим, как выглядит внутри? Вообще театр Солис известен во всем мире тем, что его зрительный зал вмещает 1500 человек. И спроектирован он таким образом, что с любого сидения открывается практически полный обзорный вид на сцену. Зал здесь признан одним из лучших акустических залов в Латинской Америке. Рядом с театром Солис находится площадь Независимости. И вот здесь как раз как будто бы видно четкое разделение от Сьюдад-Вьеха, старого города, и уже построек и районов, которые начали развиваться после. Но даже отсюда вид на этот район, новый новодел, как любят говорят, по-моему, он прекрасный. У меня голова болит. А вот этот дом кто построил? Как я их ловить должен? Они тяжелые, металлические. На землю кидай. Бинго бай гринго! Я стою на центральной улице у нас, и вот у нас дверь от подъезда. Золотой замок, 3 ключа. И типа надо как-то понять, какой из ключей подходит. И они все прокручиваются, но дверь не открывается. Они еще при этом все одинаковые. Это загадка дыры просто. А я стою под впечатлениями после вечернего Монтевидео, такими очень опасающими, потому что здесь люди более холодные, здесь климат более холодный. И люди тоже. А еще мне кажется, что всем кажется, что я взламываю дверь. Вот. В Рио, да, полно бомжей, бездомных, каких-то непонятных людей, но им всем на тебя пофиг. А здесь бездомных мало, все поприличнее, но на улице полно
прям откровенных бандюганов. Вот за мной увязались, короче, я вышел из бара периферическим зрением, и я такое отслеживаю. Я вырос в провинции тоже. Появилось 2 человека, которые странной внешности. Меня начали потихоньку за мной идти, при этом они просто до этого стояли. Слежу, они за мной до сих пор идут. Ждут, наверное, когда я... Can you please help me? Thank you. Muchas gracias. Так, сейчас я с этажом разберусь. По-моему, вот это наша дверь. Может и нет. И я заворачиваю за угол, потихоньку иду, смотрю, они за мной поворачивают. Ладно, там лавка. Сел на лавку, вызвал такси, думаю, зачем мне связываться? Ну, как бы мне понятно это все. При этом, пока я сидел на лавке, им же надо было куда-то деться, они просто зашли в кафешку в какую-то рядом на углу и типа просто оттуда за мной наблюдали. И пока я сидел на лавке, я видел очень много таких же людей, которые шныряли вокруг. Поэтому вот здесь, если вы не прошаренный совсем чувак или чувиха, вообще точно не стоит здесь вечером вам гулять одним. Вдвоем, втроем нормально, а одному не надо. Ну, загадка ключей в этом городе. Вот они все, я уже сказал, 3 одинаковых, и еще надо 3 двери ими открыть. То есть это целая головоломка. Так, вот с первой справились. 3-я дверь. Finally. И, в принципе, понятно, да, почему здесь нужны такие меры защиты. Даня вон спит, уже лежит. Короче, надо постираться, но, как всегда, разобраться с машинками, но это в каждой новой стране новая история. Короче, машинка Джеймс, здрасте. Вот у нас еще есть Леха тостер, холодильник Тёмка и Джеймс, брат стиралки. Чего непонятного, короче, куда суем мыло? Вот сюда, в главный отсек. Вот такой у нас есть порошок. Но нету быстрой стирки. И ты каждый раз вот выбираешь программу и не понимаешь, сколько она будет минут стираться. Очень удобно. Я проснулся и пошел завтракать как местный на рынок, который еще и достопримечательность. Это рынок Меркадо дель Пуэрте, который находится в историческом центре города, в старом городе, и недалеко от порта. Ну, во-первых, он построен там в 1868 году, по-моему, то есть он построен в стиле железнодорожных вокзалов того времени. Это викторианский стиль, большие металлические конструкции, много стали. Ну и вот сейчас, на самом деле, я вот первый раз зашел, я ощущаю это влияние, конечно, вокзальное. Просто посмотрите на это, на эту романтику этого места. Но, честно говоря, рынок просто волшебный. И волшебный во всех смыслах этого слова. Здесь атмосфера какой-то невероятной, нескончаемой викторианской сказки. И сочетание чугуна, из которого сделаны все эти металлические конструкции, и дерева. Невероятное смешение запахов местной кухни, рыбы, мяса, углей. Это все создает атмосферу тепла, уюта. И здесь еще так интересно просачивается свет сквозь стеклянные части крыши. Смысл в том, что в любой стране, куда мы приезжаем, в Латинской Америке, большинство людей могут говорить на английском, хотя бы на минимальном. А в каких-то туристических местах они говорят очень хорошо. Салют! И английский решает, поэтому учите английский в первую очередь. Это интернациональный язык. А если вы хотите сделать это быстро, качественно и недорого, тогда вы этого не сделаете никогда. Так не бывает. Поэтому просто берите, учите, выбирайте подходящий для вас стиль. Да, вино хорошее. То, что нужно с мясом, я считаю. Не знаю, сколько оно стоит, мне никто не говорил. Но про цены, кстати, в Монтевидео все достаточно дорого. И особенно сильно ты это ощущаешь, когда ты приезжаешь сюда из Бразилии, из Рио, где все стоит 3 рубля. Ощущение, что ты в каком-то европейском городе и по архитектуре, и по людям, и по ценам, конечно, в первую очередь. Асада – это традиционный уругвайский барбекю, приготовленный на открытом огне или углях. И именно, наверное, потому что его нужно долго готовить, здесь всегда вот на этих жаровнях просто куча всего. Так, пробуем, да? Берем кусок невероятного мяса с прожаркой medium rare.
Это очень нежное мясо с нотками древесных углей, которые придают такой пикантный вкус. Очень мягкое, сочное, тонкое. Понятно, почему это национальное блюдо. Это очень просто. Это большой жареный кусок хорошего мяса с салатом. И это невероятно вкусно. Вышли на прогулку и неспешными шагами, как и весь ритм города, дошли до главной площади вообще города и страны, наверное. Мы находимся на площади Конституции и, соответственно, я первый раз вижу, чтобы всю площадь занимал парк. А это главная площадь города, где находится главный парк города, где находится главный храм города. И это просто великолепно. Это одна бесконечная ярмарка в тени платанов. Обожаю эти деревья, я в них влюбился в этой поездке. Что интересно, вот ее как в 1830 году эту площадь заложили, как приняли Конституцию, установили фонтан из мрамора, посвященный этому событию. Фонтан на самом деле очень интересный, потому что он дошел до нас в первозданном виде, как и все вообще в этом городе. Здесь все застыло во времени. Ты смотришь на эти дома, где оригинальные кованые решетки, какие-то монументальные деревянные двери. Понимаешь, что ты давно не видел такой аутентичности и такой старины глубокой, которую не заменили на что-то пластиковое. И его, как, например, в Рио, там единственный фонтан, который мы видели, его не огородили стеклом, потому что здесь достаточно безопасно. Люди здесь очень прогрессивные. Ты чувствуешь ритм достаточно большого города, и по обслуживанию в кафе, это и по блюдам, и по заведениям, по всему. Здесь Москва, только ее лучшие вот эти какие-то уютные, теплые штуки по прогрессивности, моменты. Но это все запихано в этот колониальный маленький городок в окружении воды со всех сторон. Вот мне очень нравится. Я не вру. Про собор, который за моей спиной находится, это главный кафедральный собор не только Монтевидео, а вообще всего Уругвая тоже. Я прочитал, что собор был построен в 1804 году, и это было одно из первых зданий в Монтевидео. То есть все, что вокруг нас, это уже после собора. Соответственно, мы можем говорить, что это место младше Санкт-Петербурга, да, как минимум его центральной части. Он, я думаю, выполнен в стиле неоклассицизма. Я вру, я не думаю, я прочитал. Неоклассицизм что вообще может выдавать? Это вот эти массивные колонны, монументальность. Неоклассицизм. Интересно, вот ты когда-нибудь знал, Даня, и ты зритель, что вот эти внешние колонны, что это такое? Для чего они нужны? По сути, это несущие колонны, которые держат всю верхушку здания, потолок и свод. Ну и вообще по всему городу замечаешь, насколько разные стили здесь смешаны и живут вплотную друг с другом на улице. И это типичная история, когда у нас стоят подряд несколько зданий просто в линию, и у них у всех настолько разный архитектурный стиль. Факт того, что ты зашел как будто на задний двор к бабушке богатой своей, зашел просто без вывески в какую-то дверку, тебе сказали, что никаких билетов не нужно покупать, ты просто гуляй по этому старинному особняку, наслаждайся, визуализируй, как жили аристократы колониальной эпохи здесь. Но я не знаю, вот этих художников местных, но мне нравятся их работы. Мне нравится общая атмосфера этого музея. Какая-то очень расслабленная. У меня все очень расслабленное в Монтевидео. Я примерно как этот красивый мужчина. Да, я подумал, что это Данте. Клянусь. Но почему-то не сказал. Escudo Ortiz de Taranco, Gracia de Zúñiga. Фабрика написано. Фабрика делала. Фабрика — это ткань.
Национальный банк Франции в Монтевидео был основан в XIX веке. В то время Франция пыталась укрепить свои позиции в Латинской Америке, и именно с этими целями для обслуживания французских и европейских бизнесменов, которые открывают бизнес в этой части света, был и создан этот банк. А под землей здесь хранились ценные бумаги и золотые слитки европейских стран для того, чтобы уберечь их на другом континенте. И более того, Банк Франции финансировал многие инфраструктурные проекты самого Уругвая, например, таких как строительство железных дорог в стране. И оказывается, что это музей, а еще, что он бесплатный. Я не знаю, это когда-нибудь закончится, вот эти хорошие события. Мы куда ни придем, нам говорят, все бесплатно, кроме сахарной головы и сломанного трамвая в Рио. Вообще здесь сейчас находятся две выставки. Одна выставка – это музей Гаучо, рассказывающая о жизни уругвайских ковбоев в былые времена. И также есть вторая экспозиция, которая содержит в себе коллекцию нумизматическую монет разных эпох. Поэтому, грех нам не посмотреть. Монеты мы любим. Динерос. Хранилище 325. А у мистера Поттера есть его ключ? А у мистера Поттера 3 ключа, которыми он просто дверь не может дома открыть. Ой, прикольно. ¿Quieres dinero, señor? Por favor. Muchas gracias. Gringo? Sí, sí, sí. Ah, Руси. Вообще, порт Монтевидео является одним из основных главных транспортных узлов Южной Америки. И он обеспечивает порядка 80% всего внешнеторгового оборота страны. А Уругвай очень много с кем торгует. И получается, что надо про порт рассказать. Помимо этого, порт имеет, конечно, огромное значение, потому что это еще и круизный хаб. Сюда прибывает ежегодно порядка 200 тысяч туристов. Это по-прежнему маленькая цифра, сравнивая с, понятно, туристическими городами какими-то в Европе и так далее. Но, ребята, это и делает Монтевидео таким особенным. Вы сюда приезжаете даже уже бывалым путешественником, и вам здесь нравится. Здесь есть сочетание многих хороших вещей. Здесь тепло, уютно, бесконечно просторный и холодный на вид океан Атлантический, невероятной красоты колониальная архитектура и великолепная еда. Приезжайте в Монтевидео, и, может быть, и вы почувствуете вкус этого города. Но я считаю, мы справедливо рассказали про порт. Да, это не какой-то исторический памятник, но я люблю порты. Он же просто колоссально красивый. И этот пакет, который летит навстречу новым приключениям в Монтевидео. Вообще получается, что мы провели 2 дня в старом городе и особо за его пределы не выходили. Но вот сейчас по пути на автобусную станцию я осознал, насколько Монтевидео большой на самом деле и другой. Мне очень нравится. Поэтому есть еще причина вернуться сюда и посмотреть на его основную часть. Не туристическую, а как живут обычные. Мы-то необычные. О, я знаю главную цель, зачем сюда приезжает. Я знаю. Можно. Не говори про это. Не говори. Пожалуйста. Тут паром Буэнос-Айрес плывет. Это правда. Но, честно говоря, я бы и без парома сюда приехал, потому что колония Дель Сакраменто была основана португальцами в 1680 году. И она, по сути, является первой деревушкой португальской в Уругвае. Кстати, по-моему, может, и не на территории Уругвая, Всей Южной Америки. а всей Южной Америки. Вообще, интересна колония Дель Сакраменто тем, что из-за того, что долгие годы шла борьба за эту территорию между Испанией и Португалией,
периодически власть здесь была у тех или других, и они строили здания каждый в своем стиле. И поэтому здесь уникальное сочетание португальской и испанской архитектуры просто в соседних домах может быть. И улицы одна не похожа на другую. Именно поэтому исторический центр этого места был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году. Посмотрите, какое море, видите? Если видите, то очень грустно, потому что здесь нет никакого моря. Здесь река Ла-Плата, на берегу которой расположен городок колония Дель Сакраменто. За мной стоит дерево жакаранта. Достаточно необычное, потому что оно похоже на соцветие гортензии, которое просто посадили в дерево и заклинание увеличения использовали. Жакаранта очень распространена здесь, понятно, из-за климата во всей Южной Америке. Достигают деревья 15 метров высоты, плюс еще она вкусно пахнет. Как ваш друг какой-то, который ярко одевается. Очень сильно отличается от всего вокруг, вызывает на себя внимание. Выебывается. Ну вот мы и приехали в церковь Святой Троицы. Важно то, что это самая старая церковь Уругвая, и она дошла до наших дней. Построена была еще в 17 веке. Несмотря на то, что она много раз разрушалась и перестраивалась, она по-прежнему дошла до нас в первозданном виде, потому что проект никогда не менялся. Если бы я был художник, я бы здесь поселился на какое-то время, чтобы вдохновляться вот этим океаном, ритмами деревенской жизни. Это река. Это река. Muy bien. ¿Puedo comprar efectivo? ¿Puedo, как сказать, take? ¿Puedo, да? Sí. Ok. ¿Cómo se dice en español to take away? To take away, para llevar. Buscar mate todos y no puedo tomar esto. Mate, bombilla, termo. ¿Puedo tomar Sí, esto? Es, Muchas gracias. Это крепкий зеленый чай. Просто чай, я клянусь. Он пахнет, как зеленый чай. Он дымленый прям немного. Калибас. Крепкий зеленый чай. И с табаком. На дровах, как будто бы он в таких углях. Like coal. You know coal? Yeah. It's really good. Me gusta. ¿Cuánto costa? Вот это деньги все делают. Почему? Куда? Тут осталось 1300. Ну так всего было 3800. Ну, мы билет на автобус сегодня купили. I always want to say obrigado. Матча. Фомате. Парамат. Bueno, muchas gracias. Пиво, наконец-то пиво. Понимаете, будем пить сегодня пиво. Уже не первый. Просто налево ушел. А, да? Руси. Мы дошли до улицы Калье де лос Суспирос, или улица вздохов в переводе на русский язык. Есть много теорий, почему улица получила такое название. Одна из теорий гласит, что здесь жили контрабандисты. По какой-то причине охали и ахали. Наверное, вторая теория связана тоже с этим, потому что считается, что здесь были публичные дома, и, понятно, доносилось много вздохов, стонов и всего остального. А одна из теорий гласит, что, проходя по этой улице, местные жители трепетали от страха, потому что здесь водились, не поверите кто, привидения. Но на самом деле улица достаточно страшная, потому что вот если вечернее время, да, вот представить, вот там у тебя океан, дует ветер, река. А с той стороны достаточно темное место. Эти здания невысокие, нависающие деревья, и, наверное, при сумраке здесь может навевать ужаса. Но я бы назвал ее улицей Шептунов. На самом деле все эти дома, они как раз вот одни из первых тоже были построены здесь, и они сохранились в изначальном виде. Очень много различных лавок, каких-то интересных галерей. Здесь мы случайно проходили, вот как раз на улице Вздохов есть какая-то галерея. И я видел, как художник здесь вот как раз пишет одну из картин. Мне кажется, вот она вдохновлена как раз Гаучо. Hola, you speak English? I just wanted to ask, is it Gaucho? Yes, gaucho. You are painter.
I'm the pinball. Esta galería es muy bonita. It's a house from 1720, original Portuguese house. Oh. And all the works here are like your works. Yes, they are. And you sell them for tourists. Yes. Where are you from? From Russia. Russia. Yeah. Uruguay is our second country after Brazil, and it's just insane. But it's different. Brazil It's- from Uruguay. Absolutely. So big, so different. Charco is a good restaurant Charco. here. Yes. Thank you so Welcome much. to Have a good Uruguay. life. Люди, камера на меня будет направляться. Люди, конечно, волшебные. Приятно, когда ты встречаешь вот так незнакомых людей на другом полушарии, и у вас есть какой-то коннект. Я не знаю, что еще вам нужно сказать, чтобы вы уже быстрее покупали билеты и начали путешествовать. Не сидите вы дома, не сидите. How did you get this place? Like you can rent it or you? No, my family buy 25 years ago. When, 25. Yes, when this was not a good moment and the tourists not coming and the prices were different, we can buy it in that moment. You can see the garden if you want. Can we? Yeah, of course. May we? Yeah. Yeah. So there are a lot of tourists nowadays here. Yes, all the time is like this, like today. And you've been living here all your life? No, I'm from Montevideo. I live here from 20 years. Can we? Of course, yes. Thank you. И я сел, и у меня тут печь еще одна. Просто печь, пруд просто какой-то волшебный. Ну, потому что какие карпы, мы что с тобой в Японии? Но Будда сидит почему-то. Там суть в том, что мы ни хера не знаем, по большому счету, что и как сложится, ничего не планируем. А все складывается таким образом, что сама Вселенная говорит вам через наш канал, что путешествие – это просто интересно, adventurous, fabric details. Смотря какой фасон. Если вы когда-нибудь захотите поужинать с одним из самых лучших закатных видов в своей жизни, зайдите в ресторан Чарка. Чарка Бистро. У них есть отель, а есть бистро. Я не знаю, как это описать. Но у меня, правда, нет слов. Это как будто одновременно Африка, Евразия и Южная Америка. Я не был в Северной Америке, кроме Доминиканы. Но вот как будто все, что я сказал, оно слилось в один пейзаж. И я бы хотел это видеть каждый день. Чарко Бистро. На краю Уругвая. А вот там, в 50 километров, нас уже ждет Буэнос-Айрес. И совсем другая история. Пойдем, мы опаздываем на паром. Мы купили киш и эмпанады. И это стоило 240 Это стоило 600 рублей. Ну, как бы, это получается 4 единицы выпечки, достаточно серьезной. То есть это не какой-то вам коржик, блядь, школьный. То есть с мясом, карне. Мясо красное – это карне. Рыба – это пиче. Пескадо. Много стран, очень много слов в голове. Букибас, блядь. Букибас. А это наш, блядь. Really? Да, у нас букибас. Просто ебутся. Это Титаник. Да. Важно то, что вы всегда можете захотеть путешествовать. И этот влог изначально был создан для них, для моих друзей, семьи, там, каких-то членов семьи, родителей. Чтобы, когда они спрашивают, ну как там тебе Монтевидео, хотя они даже не знали никогда такое слово, а я им показываю влог. Поэтому не подписывайтесь на этот канал, он не для вас. Если у вас есть хоть какая-то малейшая возможность, возьмите, купите билет завтра и летите, и не думайте ни о чем. Деньги вы успеете заработать, а вот прожить жизнь может и нет. Вот и вся философия. Мы, пришли на паром, у нас он 8:30. Ну, и я всегда представлял себе паром, какое-то небольшое железное судно, полузаржавевшее. И мы на нем поплывем в Буэнос-Айрес, 50 километров. А приплыл просто какой-то космический лайнер черный. Я таких даже в Дубае не видел. Это Титаник прям. И мы пришли как будто в аэропорт чекиниться. Надо зачекиниться сначала на это транспортное средство. И после этого отстоять очередь на вход.
Ну, я первый раз в такой очереди в жизни стою большой. Ну, если не считать мощи Святой Матроны. А тут очередь и рамки, одна рамка всего это Когда мы говорим о том, что здесь настоящая культура маты, мы не говорим только о том, что люди на улице постоянно встречаются вот с колебасом, попивающий, термос у них в другой руке. И это не то, чтобы как бы редко. В автобусе даже знак перечеркнутой маты, типа не заходите сюда с маты. Ну, типа вы уже надоели его проливать. И вот, например, мы стоим в аэропорте в очереди. У человека сверху чемодана специальный целый кейс, органайзер для вещей под маты. Чтобы было удобно всегда иметь маты под рукой. Дико. Дико. Прошел час, мы прошли 2 границы, мы еще не на корабле, мы идем по какому-то огромному аэропорту. Паша, это порт. Это порт. Заходим на корабль. Там просто какой-то движ, бар. Ты можешь не дергать ими? Мы вот сейчас плывем, и я подумал, вот в самолете всегда есть на каждого пассажира спасательные жилеты. А вот здесь, на лайнере, который по воде идет, спасательных жилетов нет вообще. Это самолет прям, да, скажи? Увидимся в Буэнос-Айресе.